Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Министр иностранных дел Азербайджана Байрамов заявил, что Армения должна вернуть Азербайджану 8 сел. В процессе демилитации границы с Арменией Азербайджану должны быть возвращены 8 сел. В этих селах раньше жили азербайджанцы. Сейчас я вам покажу на карте, где это. Вот граница Нахичеваня и Армении. Здесь Ереван, столица Армении, а здесь раньше проживали азербайджанцы. Это Кярки по-азербайджански или по-армянски Тигранашен. Здесь 8 сел, которые должны сейчас освободить армяне. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года. Министр отметил, что границы между Азербайджаном и Арменией не были установлены за прошедший 30-летний период, так как все это время азербайджанские земли находились под армянской оккупацией. В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, восстановил контроль над своими границами, сказал Байрамов. И вот сейчас еще я вам хочу показать карту. Здесь вот такая карта, но это было видно уже до 1900 года, где армяне проживали, а здесь проживали азербайджанцы. И вот еще статья, сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Ильхам Алиев заявил, надо действовать наступательно, основываясь на исторических документах. Так, вот карта, сейчас я попробую вам показать. Все, что здесь зеленым цветом, раньше принадлежало азербайджанцам. Вся эта территория, сами видите, озеро Гюйча здесь, видите, пополам была поделена. И вот эта линия идет, соприкосновение, здесь была граница Азербайджана с Арменией. Сейчас, я думаю, когда будет производиться демилитация, демаркация границ между Арменией и Азербайджаном, Ильхам Алиев вот эти карты покажет. Вот пишут 18-20 года, это карта Азербайджанской республики. И предъявит Пашиняну вот эту карту, скажет, будем делать демилитацию, демаркацию по этим картам. А по этим картам Армении там, здесь вот небольшая территория остается. Это называется, сейчас я вам покажу эту фотографию, вот. И Ереванское ханство выходит, и озеро вот Гейча как раз. Вот что здесь пишут подробнее, сейчас ознакомлю. Так, комментируя заявление президента Ильхама Алиева о том, что когда-нибудь азербайджанцы вернутся в Западный Азербайджан, на нашу историческую землю, что подтверждается многими историческими документами, историческими картами. Ну вот да, вот это вот как раз карты есть эти исторические. Так, политолог сказал, что президент Азербайджана озвучил очень важный политический месседж, который адресован прежде всего Армении, а также всему международному сообществу. И вот подробнее я зачитаю, что здесь конкретно заявлено. Я слышу такие претензии даже из уст представителей официального Еревана. Но мы имеем больше оснований для предъявления аналогичных требований в отношении Армении. Именно столица их нынешнего государства была когда-то административным центром Ереванского ханства. И им на территории Азербайджана абсолютно ничего не принадлежало. Ну так выходит, здесь Ереванское ханство, это тоже все Азербайджану принадлежало. Так вообще тогда Армении ничего не остается. Ну, судя по этим документам. Так, им на территориях Азербайджана абсолютно ничего не принадлежало. И это факты. Ереван был азербайджанским городом. Вот, теперь понятно. Так, Ереван, где-то он здесь должен быть. Так, вот где-то здесь. Потому что если считать, что азербайджанцы считают, что Ереван был азербайджанским городом, значит, это и есть, да, Ереванское ханство. Но по этой карте-то точно армянам ничего не останется, если так будет демилитация произведена. И вот, да, Ереван был азербайджанским городом, который практически незаконно был передан Армении ввиду сложившихся обстоятельств. И, конечно, преступного отношения к этой проблеме. И в этом направлении надо работать, надо действовать наступательно, основываясь на исторических документах.
юридически обосновывая их, используя мнение и позицию, привлечение к этому делу международных экспертов. Я думаю, что мы можем доказать мировому сообществу, что историческая справедливость, о которой говорит президент, это реальность, а не вымысел. В отличие от Армении, которая претендует на территорию Азербайджана, приводя какие-то абсолютно пустые измышления, основываясь на каких-то доисторических называемых фактах. Я думаю, что именно в этом и должна заключиться наша наступательная дипломатия, заключил ученый, в общем. И теперь, да, судя по этим картам, я представляю, что от Армении точно ничего не останется. Так, где эта карта? Если уже сейчас, вот Байрамов как раз заявляет, что армяне должны вернуть эти 8 сел, здесь в этом направлении Нахичеваня, то, судя по заявлению Ильхама Алиева, то от Армении вообще ничего не останется, как от государства. Это уже, я еще не удивился, почему на Джейрмук, это сейчас я вам покажу по карте, так, измерить расстояние, почему азербайджанцы начали резать Армению вот в этом направлении, со стороны Азербайджана 8 километров. Так вот, чего, я понимаю, задумал Ильхам Алиев. Он хочет просто для начала отрезать вот эту часть Армении, то есть, ну, он считает, что это западный Азербайджан, и присоединит к Азербайджану, начиная от Кафана, Сюника, Гориса, Сисяна и вот так. Потому что основной удар был нанесен вот здесь, в районе Джермука. Так, стой. Да, вот Джермук, да. 8 километров, изменяюсь. А сама территория, видите, Армении вот так, я думаю, будет порезана. И потом, наверное, все-таки Армения оставит эту часть. Как бы, может быть, даже и Ереван еще спорный вопрос оставит ли еще. Потому что по этим картам, по этим, смотрите, здесь Ереван тоже практически желтыми такими спорные территории рядом. Видите, с Ереваном. Это еще непонятно, чья здесь территория была. В общем, для Пашиняна новости не очень хорошие, потому что я смотрю, если уже министр иностранных дел заявляет, что срочно, армяне, отдавайте нам наши 8 сел, то, говорю, ситуация будет складываться не в пользу Армении. Все к этому идет. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.